Привет, меня зовут Михаил, и я сегодня продолжаю серию праздничных блюд. Курица. Даже не знаю, с чего начать, потому что все умеют готовить курицу. Я этот рецепт узнал, когда ездил на курсы Le Cordon Bleu в Лондон. Оказывается, из простых вещей можно сделать удивительные вещи. Это где-то кило 200, кило 300. На двоих хорошо, на четверых нормально. Я сделал мирапо. Ссылка, как я это делаю, тоже есть в описании. Порубил мелко морковь, лук и сельдерей. У меня есть немножко специй: розмарин, тимьян и не помню, что это. Мне нужен будет перец, соль, ну и так по мелочи. Духовка. Значит, сначала я отрезаю кончики крылышков. У нас их едят, но они дают богатство соусу. И в сковородку добавляю мирапо. Так. Теперь самое интересное. Я беру немного перца, немного соли и перетираю соль с перцем. Мне не нужно стремиться, чтобы у меня все было в муку, да? Достаточно все грубо, по-крестьянски. Я беру немножко внутрь и сюда же добавляю все свои специи. Они дадут аромат мясу изнутри. И теперь самый главный секрет великих французских поваров. Чтобы мясо приготовилось правильно, да, потому что основная проблема, когда курицу пережаривают. Ее нужно связать. Это делается очень просто. Немного сноровки, тренировки, чтобы курица держалась. Показываю еще раз. Берем нитку поварскую, продеваем под ножки и затягиваем. Теперь подхватываем здесь, проводим снизу и связываем также крылышки. Переворачиваем. Двойной узел. Раз, два, чтобы нитка не расходилась. Завязываем. Второй узел, чтобы все держалось. Лишнее отрезаем. Курица запакована. Это позволяет курице не пережариться, потому что вот это мясо, оно очень нежное, да, и, как правило, когда запекается курица в духовке, оно пережаривается. Таким образом, курица сжимается, и вот эти части, которые лучше обжарить, они обжариваются, а то, что внутри, остается сочным. Теперь немного масла и натираем, делаем такой массаж последний. Последний массаж. Берем остатки соли и перца и посыпаем курицу солью и перцем со всех сторон. И теперь у нас вот это ложе из мирапо. Ставим курицу бочком. И, собственно говоря, проще не бывает. Некоторые, знаете, делают курицу на банку, там еще что-то такое у них падает. А всего-навсего положилось вот это и все. Значит, что мы делаем? Я ставлю это в духовку. Духовка нагрета до 210 градусов, гриль. Для этого размера курицы 12 минут с этой стороны переверну, 12 минут с другой стороны, переверну на брюшко, 5 минут спинку пожарю, переверну и 20 минут пожарю или 15 минут пожарю сверху. Все. Ну не все, конечно. Засекаю время. А пока это самое, лайки ставьте и колокольчики на это видео, чтобы потом видеть другие. А то вы подписываетесь, а потом не смотрите. А мне обидно. Ну, пока выглядит не особо, да? Но подождите, дети. Как говорится, дайте только срок. Переворачиваем. Поправляем ложе. И все. Снова на духовку. Пока можно выпить, посмотреть «Иронию судьбы», сделать оливье, еще какую-нибудь хрень. Так, еще прошло 12 минут. Я боюсь, что единственное, что я напьюсь к концу этого блюда, потому что такое неторопливое. Ну вот, уже какие-то пузырики видны, да?
Теперь переворачиваю вот так вот. Ну, повеселее уже становится. И корочка очень такая хрустящая будет. И последний переворот. Для этого размера курицы я поставлю на 15 минут, потом проверю и, может быть, еще оставлю минут на 5. Так, ну что, как говорится, I'm still standing, да? То есть я еще не упал, хотя времени прошло уже много. Достаем. И вы будете, надеюсь, удивлены. Как проверить, готова ли курица, да? Очень легко. Нужно ткнуть вот сюда. И если польется белый сок, то курица готова. Самое противное, что бывает, кстати говоря, чем грешат многие домашние повара, мы считаем, что курицу можно жарить сколько угодно. Это не так. Если курицу пережарить, она станет сухой и противной. Перекладываю. Она будет отдыхать, а я пока займусь тем, чему меня научили в Кордон Блю. Мы же едим не просто, чтобы нахомячиться и сидеть пердеть, да? Мы едим для того, чтобы получить в том числе эстетическое удовольствие. Поэтому вопрос не только в количестве белков, углеводов в блюде, а в его подаче, как оно выглядит на тарелке. И вот я вам сейчас покажу простые вещи, как я теперь знаю, но которые меня в свое время просто поразили. Так, у меня немножко это пригорело. Это даст соусу вкус. Если очень много жира, то его целесообразно слить. Но у меня немного, поэтому я беру немножко хереса и деклассирую горячую сковородку. Это будет основа для соуса. Теперь я беру и все пригарыши. Я специально взял сковородку без антипригарного покрытия. И сейчас мне нужно, чтобы у меня все, что пригорело, отошло. И это даст мне прекрасную основу для соуса. Я сниму нитку. Она мне больше не нужна. Прекрасно как получилось. Идеально. Идеально. Я уже вижу. Идеально. Корочка хрустящая. Мясо не пережаренное. Огонь. Что на гарнир? Ну, я уже делал вообще, вот, когда меня учили, да, картофельное пюре, как ни странно. Идеальный вариант для этой курицы. Очень хорошо подают пюре из сельдерея. Очень подойдут чипсы из сельдерея. Естественно, простой зеленый салат. И я подумал, что я сегодня сделаю что-то такое быстрое, да, поэтому я сделаю очень легкий, быстрый зеленый салат из шпината. Соус. Значит, осторожно, это очень горячее, поэтому я пару раз схватился, было неприятно. Мне нужно, чтобы все отошло. Вот эти все пригарыши. У нас почему-то считается, что пригарыши это канцероген. На самом деле полная фигня. Все французские соусы базируются на том, что ты используешь то, что у тебя пригорело к сковороде. И я добавлю немножко горячей воды. И расслабляемся пока. Я залил шпинат водой со льдом, как я это всегда делаю во всех выпусках, когда я делаю салат, я делаю так. Сейчас я его солью, и он будет готов, чтобы сделать салат. Центрифуга. Все, салат абсолютно сухой. Значит, напишите, кстати говоря, с чем вы больше любите, с лимоном или с уксусом. Да, я сегодня сделаю с лимоном, но с уксусом не менее плохо. Хорошо, не знаю, как по-русски правильно. Проверяю соус, да. Вот он постепенно уваривается. Овощи пропитались жиром из курицы, соками курицы. И еще у меня есть, видите, крылышки эти самые, которые я срезал. Они тоже дают немножко аромата. Сейчас я еще немножко это проварю, буквально пару минут, и мы будем готовы сервировать. Сервировка тоже тема такая, да, как делают у нас обычно, ну, дома мы делаем пополам, попку повару. Ну, попку повару я всегда забираю, потому что мне
бабушка научила, что попка это типа круто. Вот. А можно же по-другому сервировать. Я сегодня покажу как. Короче говоря, соус очень ароматный, очень сладкий стал. Немножко пахнет курицей, хересом. Так, еще минуту и сливаем. Значит, у меня есть вот такое сито, очень-очень мелкое, да. В принципе, можно взять обычное сито, положить марлю и через марлю соус процедить. Готово, выключаю. И теперь простая тема. Сливаю. И отжимаю самое все вкусное. И с каждой капли он становится все ароматнее и ароматнее. Я вернул соус на огонь. Мне нужно его еще немножко уварить. И маленький лайфхак. Бывает так, что в курице остается тоже жидкость. Мы ее тоже сюда сольем. То есть мы отдыхали час, а теперь работаем. По соли нормально. Добавлю кайенского перца. Я люблю, когда пикантно. Мы будем делать лаизон. То есть связывать соус холодным сливочным маслом. Он станет шелковистым, ну и жирным. Смотрите, какой цвет. Чуть-чуть сейчас он загустеет. Вот такую увлеченную готовку я люблю. А когда сидишь на диване и ждешь, когда она дойдет, конечно, немножко скучновато. Я готов сервировать. Сначала я отделяю ножки. Я беру разделочный нож, прорезаю аккуратно вдоль. Значит, это абсолютно готовое мясо. Отделяю вторую. Нарезаю вдоль. Теперь грудки. Я режу вдоль грудины. И аккуратно отделяю филе вместе с крылышком от каркаса. И повторяю то же самое с другой стороны. Ну а вот это повару. И попка. Хрустящая. Ароматная. Совсем не пережаренная. Просто шикарно. Вот смотрите. Соус начинает немножко густеть, да? Этого достаточно. Я выключаю огонь. Снимаю все со всех сторон. Вытаскиваю какой-то лишний непонятный кусочек. И добавляю все сливочное масло. И аккуратно ложкой вмешиваю масло в соус. Масло охлаждает соус. И смотрите, он прям становится шелковый, богатый. Очень французская тема. Консистенция соуса зависит от повара. Да? Я люблю, когда соус немножко льется. Есть люди, которые предпочитают, чтобы соус был гуще. Но это зависит от соотношения, ну, сколько вы выпариваете сок и сколько вы добавляете сливочного масла. Я считаю, что вот такая консистенция для данного блюда идеальна. Жидкий шелк. Кстати, мы же все едим курицу с соусом. Я вот раньше все время любил с кетчупом и с хреном. А с чем вы едите? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Соус готов. Попробую. Идеально. И я беру и переливаю его в соусник. Значит, я не буду лицемерить, я сделаю это на двоих. Можно, в принципе, пожлобиться. Кому-то ножку, кому-то ручку, да, но я люблю по-другому. То есть я беру вот так, разрезаю аккуратно по хрящику, кладу ножку вот так, крестиком.
Теперь я разрезаю. Не все же умеют у нас за столом владеть ножом и вилкой, да, поэтому зачем над людьми издеваться? Я разрезаю филе. И аккуратно выкладываю вот сюда. Ну вот, пускай будет так. Второе. Раз. Сделаю немножко по-другому. Два. И теперь филе. Слышите, как хрустит кожа? Офигеть. И выкладываю ее. Ну, пусть будет вот так. Нет. Давайте вот так. Как-то вот так. Кружочком. Вытираю в ресторане. Ну и я покажу одно. Здесь выливаю на большую белую тарелку немножко соуса. Ну и еще, конечно, можно сделать вот так. Ну это же вообще высший пилотаж. Теперь, если вы думаете, что я забыл про салат, это не так. Я беру, очень просто, выдавливаю лимон, соль, перец, хорошее оливковое масло. И извините, что руками, но не вижу смысла по-другому. Если бы я делал пюре, я бы положил бы, конечно, в тарелку. Но салат не нужно смешивать с горячим, поэтому лучше подать его отдельно. Я готов поразить кого угодно. Ну и количество порций и количество куриц зависит только от вас. Если у вас приходит 5 человек, ну сделайте 3 курицы. Или возьмите большую, просто измените время. Пойдем пробовать. Вот это блюдо, на мой взгляд, пример того, что с небольшими изменениями можно из банальной курицы сделать великолепное ресторанное блюдо. Пробую. Кожа прям хрустит. Грудка очень нежная. Да. Красностоп. Я тут перешел на русские вина. Есть офигенные. Могу отдельно рассказать. Кому интересно, пишите комментарии. И немножко соуса. Моя прелесть. Шпинат. Свежий. Чистый, хрустящий. Соль, лимон, оливковое масло, вино. Я очень люблю французскую кухню. Я очень рад, что я немножко умею готовить. Пробуйте такие вещи. Это очень клево. Буквально 5 минут дополнительной работы. Вы получаете совершенно другое ощущение. Все ваши знакомые просто обалдеют. Кстати говоря, со знакомыми можно делиться. Да, я не буду против. Приятного аппетита.